Представьте себе мир, где сама планета словно сошла с ума и решила стереть с лица Земли все живое. До появления человека наша планета была настоящим адом. Бесконечные катастрофы, удушающая жара, ледяной холод, почти полное отсутствие кислорода и массовое вымирание, которые оставляли после себя только молчание и пепел. Кто же мог выжить там, где сама природа объявила тотальную войну жизни? Пермские, почти млекопитающие, с огромными парусами на спине, динозавры, которые обитали за полярным кругом в кромешной полярной ночи, и морские чудовища, охотившиеся в абсолютной темноте на километровых глубинах. Сегодня мы отправимся в настоящее путешествие сквозь миллионы лет эволюции, от раскаленного пекла пермского периода до ледяных пустынь мезозоя и суровых ледниковых эпох. Вы увидите, как жизнь находила невероятные способы выживать там, где казалось, это абсолютно невозможно. Готовы нырнуть в самое суровое прошлое нашей планеты? Тогда погружаемся. Пермский период. 299-252 миллиона лет назад. Пермский период – это настоящий апокалипсис в истории Земли. Все континенты слились в один гигантский суперконтинент Пангею. Внутренние районы превратились в безжизненные пустыни размером с целые современные страны. Днем температура легко зашкаливала за 45-50 градусов по Цельсию, а ночью резко падала почти до нуля. Кислорода в воздухе было катастрофически мало, а углекислого газа в избытке. И именно в этом аду эволюция творила настоящих супергероев выживания. Диметродон – абсолютная икона пермского периода. Хищник длиной до 4,5 метров с огромным величественным парусом на спине. Этот парус работал как совершенная система терморегуляции. Утром он быстро ловил первые лучи солнца и разгонял кровь, а в полуденный зной отдавал лишнее тепло. Благодаря этому Диметродон мог охотиться тогда, когда все остальные прятались по норам. Скутозавр выглядел как настоящий живой танк. Двухтонное тело, покрытое толстой костяной броней и острыми шипами. Он двигался медленно, но был практически неуязвим. В мире, где еда встречалась крайне редко, такая броня позволяла ему не тратить драгоценные силы на постоянное бегство. Но настоящим чемпионом выживания стал маленький листрозавр. Размером всего с крупную собаку. Он пережил самое страшное массовое вымирание в истории планеты – Пермско-Триасовое, когда исчезло более 90% морских и 70% наземных видов. Листрозавр умел глубоко зарываться в землю, впадать в длительную спячку, экономить каждую калорию и есть практически все, включая жесткие и даже ядовитые растения. После катастрофы он стал самым распространенным животным на планете, настоящим королем мертвой земли. Пермский период навсегда доказал главное правило эволюции. Выживает не самый сильный и не самый большой, а самый гибкий
и приспособляемый. Триасовый период. 252-201 миллион лет назад. После Пермской катастрофы Земля напоминала выжженную пустошь. Триасовый период стал временем медленного, мучительного восстановления и смелых эволюционных экспериментов. Климат был крайне нестабильным. Удушающая жара, низкий уровень кислорода, резкие засухи и внезапные разрушительные наводнения. На вершине пищевой цепи царствовал пастозух – 6-метровый крокодилоподобный монстр. В отличие от современных крокодилов, он мог быстро бегать на длинных, мощных ногах. Мощные челюсти и невероятная выносливость позволяли ему господствовать в жаркой, засушливой местности. Платеозавр стал одним из первых настоящих гигантов. До 10 метров в длину и весом до 4 тонн. Длинная шея и огромный желудок-ферментатор позволяли ему переваривать грубую, малопитательную растительность. Эти динозавры жили большими стадами и стали предками будущих колоссальных зауроподов. Но самыми перспективными были цинодонты. Маленькие, но революционные предки млекопитающих. Они начали развивать теплокровность, шерсть и настоящую заботу о детенышах. В мире, где температура резко скакала от дня к ночи, теплокровность стала настоящей суперсилой. Они могли оставаться активными даже в прохладные ночи, когда холоднокровные рептилии просто замирали. Триас показал потрясающую вещь. После самого страшного вымирания жизнь не просто вернулась. Она начала экспериментировать, становиться разнообразнее, умнее и выносливее. Именно здесь были посеяны семена будущего царства млекопитающих. Юрский период. 201-145 миллионов лет назад. Юрский период – эпоха влажных жарких джунглей, высокого уровня СО2 и постоянной вулканической активности. Леса были густыми и темными, воздух тяжелым и влажным, а борьба за ресурсы невероятно жесткой. Аллозавр – один из самых успешных и умных хищников своего времени. 9-метровый гигант с зубами, похожими на зазубренные пилы. Он охотился в плотных лесах, где требовались не только грубая сила, но и настоящая тактика. Многие ученые считают, что аллозавры могли охотиться группами, и это делало их настоящим кошмаром для любой добычи. Стегозавр – ходячая крепость с гениальной системой охлаждения. Костяные пластины на спине работали как радиаторы автомобиля, накапливали тепло утром и отдавали его вечером. А шипастый хвост тромбоспондил был страшным оружием. Один точный удар мог переломать ногу даже крупному хищнику. В океанах безраздельно правил леоплевродон, морской ящер длиной до 7 метров. В темных глубинах, где почти нет света, он полагался на мощные челюсти и невероятное обоняние. Обтекаемое тело позволяло ему часами оставаться под водой в безжалостной погоне за добычей. Юрский период доказал,
Когда ресурсов много, а конкуренция высока, жизнь достигает просто абсурдных размеров, причудливых форм и невероятной специализации. Это было время настоящих гигантов и совершенных охотников. Меловой период. 145-66 миллионов лет назад. Меловой период – это время невероятных контрастов и крайностей. Пока в тропиках бушевали густые влажные леса с температурами под 30 градусов, на полюсах полгода стояла абсолютная полярная ночь. Температура там падала ниже нуля, а снег лежал месяцами. Уровень мирового океана был намного выше современного. Континенты активно расходились, рождая новые моря и меняя климат планеты. В этих суровых и разнообразных условиях динозавры достигли пика своего величия и адаптации. Тираннозавр Рекс – абсолютная легенда и далеко не просто большой громила. У этого 9-метрового хищника было одно из самых мощных обоняний в истории животных и потрясающее бинокулярное зрение. Он мог учуять добычу за несколько километров и точно оценивать расстояние до жертвы. Тирекс одинаково успешно охотился и в густых лесах, и на открытых прибрежных равнинах. Его мощные ноги, огромные челюсти с зубами длиной до 30 сантиметров и невероятная сила делали его универсальным хищником, способным выживать в самых разных экосистемах. Эдмонтозавр или утконосый динозавр жил далеко на севере, в приполярных регионах. Эти 10-метровые гиганты совершали огромные сезонные миграции, сотни километров, чтобы пережить долгую полярную зиму. Во рту у них работала настоящая фабрика. Тысячи зубов, которые постоянно сменялись и действовали как мощные терки. Благодаря этому эдмонтозавры могли пережевывать даже самую жесткую, волокнистую растительность короткого северного лета. А Троодон был настоящим интеллектуалом мелового мира. У него был один из самых больших мозгов относительно тела среди всех динозавров. Отличное ночное зрение, ловкость и острый ум делали его идеальным охотником в сложной, постоянно меняющейся среде. Многие ученые считают, что Троодон мог охотиться по ночам и даже проявлять зачатки социального поведения. Меловой период закончился самой знаменитой катастрофой в истории – падением гигантского астероида. Но даже перед лицом этого апокалипсиса многие виды демонстрировали поразительную приспособляемость, доказывая, что жизнь на Земле почти невозможно уничтожить полностью. Палеоген. 66-23 миллиона лет назад. После грандиозной катастрофы, которая уничтожила динозавров, началась новая глава – эра млекопитающих. Палеоген стал временем быстрого восстановления и смелых экспериментов природы. Климат был жарким и влажным, тропические леса и болота покрывали огромные территории. Среднегодовая температура часто превышала 25-28 градусов, а уровень углекислого газа становился высоким. В этих тепличных условиях эволюция создала настоящих монстров. Титанобоа – абсолютный рекордсмен среди змей всех времен. Представьте змею длиной до 13 метров
и весом более тонны. Она обитала в душных тропических болотах современной Колумбии. Титанобоа была настолько огромной, что стала живым термометром планеты. По ее размерам ученые определили, что среднегодовая температура тогда достигала 30-32 градусов. Эта гигантская хищница могла охотиться на крокодилов и крупных млекопитающих, сжимая их в смертельных объятиях. В океанах в это же время появился басилозавр, один из первых полностью водных китов. Длина его тела достигала 18 метров. У него еще сохранились крошечные задние лапы, напоминание о наземных предках. Но сам он уже полностью перешел к жизни в воде. С длинным, змеевидным телом и мощными челюстями басилозавр стал одним из самых опасных хищников Мирового океана, охотясь на рыбу, акул и даже других ранних китообразных. Палеоген показал, как быстро млекопитающие заняли освободившиеся экологические ниши. Всего за несколько миллионов лет после самого известного массового вымирания жизнь не просто вернулась. Она снова стала гигантской, агрессивной и невероятно разнообразной. Неоген. 23,2,6 миллиона лет назад. Неоген — это эпоха глобального охлаждения и грандиозных перемен. Климат планеты становился все суровее. Средняя температура падала, огромные влажные леса отступали, а на их месте возникали бескрайние степи и саванны. Сезонные колебания температуры усилились, появились первые признаки будущих ледниковых эпох. В этих новых, более открытых и прохладных ландшафтах млекопитающие достигли поистине титанических размеров. В океанах безраздельно правил мегалодон, самая крупная хищная рыба в истории Земли. Длина его тела достигала 18 метров, а вес около 50-60 тонн. Это была настоящая машина для убийства. Мегалодон охотился даже на взрослых китов, разрывая их мощными челюстями с зубами длиной до 18 сантиметров. Благодаря высокоэффективному метаболизму и постоянной температуре тела он мог успешно охотиться в довольно холодных водах. На суше доминировал индрикотерий, самое крупное наземное млекопитающее, которое когда-либо существовало. Высота в холке более 5 метров, общая длина до 8 метров, вес до 20 тонн. Это был гигантский, безрогий носорог с длинной шеей, похожий на огромного жирафа. В открытых степных пространствах его колоссальный размер стал лучшей защитой от хищников. Длинная шея позволяла доставать листву с высоких деревьев, а мощное тело помогало выдерживать сильные сезонные колебания. Неоген доказал, что даже в условиях охлаждения и изменения ландшафтов жизнь продолжает создавать абсолютных гигантов. Плейстоцен. 2,6 миллиона 11 700 лет назад. Плейстоцен – эпоха великих ледниковых периодов. Огромные ледники покрывали северные континенты, температура резко падала, а значительная часть планеты превращалась в холодную, заснеженную тундру. Пищи становилось все меньше,
Зимы были длинными и суровыми, а выжить могли только самые приспособленные. В этих экстремальных условиях млекопитающие демонстрировали невероятные адаптации. Шерстистый мамонт стал настоящим символом ледниковой эпохи. Эти гиганты высотой до 4 метров были идеально приспособлены к жизни в тундре. Густая, длинная шерсть, толстый слой подкожного жира до 10 сантиметров и огромные изогнутые бивни, которыми они легко разгребали снег в поисках травы и мха. Мамонты жили большими стадами и могли мигрировать на сотни километров в поисках пищи. Саблезубый тигр Смилодон был специализированным убийцей крупной добычи. Его знаменитые клыки сабли длиной до 28 сантиметров работали как кинжалы. Одним мощным укусом он наносил глубокие раны и быстро обескровливал даже таких гигантов, как мамонты и бизоны. Мощное телосложение и сильные передние лапы позволяли ему валить крупную жертву. Не менее удивителен гигантский ленивец Мегатерий. Размером со слона, весом до 4 тонн, он мог вставать на задние лапы и доставать сочные ветки и листья с высоты более 6 метров. Мощные когти длиной до 30 сантиметров служили ему и для защиты, и для выкапывания корней. Плейстоцен доказал, даже в самое холодное и голодное время жизнь находила способы создавать настоящих ледяных гигантов, способных противостоять самому суровому климату в истории Земли. Жизнь выживает не потому, что она сильная, а потому, что она умеет меняться. Каждое массовое вымирание становилось не концом, а новым стартом. Природа уничтожала старое и давала шанс самым адаптивным. От парусных ящеров Перми до шерстистых гигантов ледниковой эпохи эволюция всегда находила выход. Какое из этих существ вы считаете самым невероятным? Напишите в комментариях. Если вам понравилось это путешествие во времени, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. Впереди еще очень много удивительных историй о прошлом нашей планеты. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!